Друзья, добрый вечер. Меня зовут Денис Карасев. Я являюсь инвестиционным советником в России. Сегодня у нас будет посвящен вебинар инвестированию в Соединенные Штаты. Нашим гостем сегодня является Тим Хейвуд, региональный вице-президент компании Walton на Ближнем Востоке, Африке и России. Давайте сейчас немножко... Я также буду сегодня выступать в качестве переводчика, потому что Тим не говорит по-русски. Давайте вот буквально, наверное, еще минутку дадим всем время присоединиться. И я думаю, через минуту мы начнем. Если у кого-то возникают какие-то вопросы по ходу, будут возникать вопросы по ходу проведения вебинара, пожалуйста, пишите в чате, задавайте свои вопросы. Мы постараемся, во-первых, ответить на них во время вебинара, во-вторых, мы по итогам вебинара обязательно направим информацию всем участникам вебинара по имейлу. Если там у кого-то какие-то данные или дополнительный имейл, пожалуйста, тоже пишите. Мы всем пришлем обязательно информацию. И да, также можно будет в последующие дни после вебинара назначить индивидуальную встречу со мной, а также с Тимом Хейвудом лично. Мы можем провести их онлайн в любое дальнейшее удобное время. Well, Tim, I think we need to start. I just inform everyone that I introduce you to people and ask them to send us questions regarding the investment opportunity that you are going to present today. So, yes, let's start. Fantastic. Thank you, Dennis. And good evening, ladies and gentlemen, or perhaps I can be so bold as to try Dobry wieczór, damy i gospoda. And apologies for any mispronunciation there, but I thought I'd try my best. That's fine. Ну, Тим всех поприветствовал, как вы поняли, уже поздоровался даже по-русски. Да, теперь переходим непосредственно к самому вебинару. So I'm very pleased to be here, and tonight I'm going to be sharing with you an overview of the Walton Group of companies who are a premier land asset manager in North America. Да, Тим, мне очень приятно сегодня иметь возможность представить себя, свою компанию и рассказать вам о тех возможностях, которые мы предоставляем клиентам из России, нашим инвесторам. Just to give you some background about myself, I've spent over 20 years in financial services and real estate, including the last 14 years with the Walton Group of companies, which I joined in 2007 whilst I was based in Hong Kong. Ну, для начала я бы хотел представиться. Я уже более 20 лет работаю в финансовой сфере, связанной с недвижимостью. От 14 лет я работаю с компанией Walton. Я присоединился к компании Walton в 2007 году. And I relocated to Dubai in 2019 to establish Walton's first Middle East office, where we serve the Middle East, Russia and Africa. И в 2019 году я переехал на Ближний Восток, в Дубае, где мы открыли наш ближневосточный офис компании Walton, который покрывает как Ближний Восток, Африку и Россию. And this evening I'm pleased to bring my extensive knowledge of the US real estate market, as well as Walton's latest opportunities to you to share. И сегодняшним вечером мне особенно приятно поделиться с вами своими накопленными знаниями и представить вам наши инвестиционные возможности. I do have a life outside of Walton. I'm married, have two young children who keep me pretty busy, and having just retired from playing rugby in 2019, as and when time allows, I'm now desperately trying to reduce my golf handicap
with some mixed success. Ну, помимо компании, у меня есть своя семья, я женат, у меня 2 детей. В 2019 году я закончил заниматься регби и сейчас пробую себя в гольфе. So to give you an overview of Walton, we've been in business for a long time and we are an international real estate asset management and administration company, and we focus very much on pre-development land in the path of growth. Говоря о компании, начиная разговор о компании Walton, мне бы хотелось сказать, что мы уже достаточно долго работаем в этом бизнесе и занимаемся в основном управлением земель, рассчитанных под строительство. We administer a significant amount of land across North America, around 104,000 acres, of which around 86,000 acres is located in the United States. And as you can see from the slide, we have a considerable number of investors globally. And most importantly, we've distributed around $1.8 billion back to investors since our inception. Наша компания довольно долго работает на рынке. У нас на сегодняшний день, то есть нам более 41 года, на сегодняшний день у нас находится в управлении более 104 тысяч акров земли, из которых 98 тысяч акров находится на территории США. Наша компания уже выплатила более 1,8 миллиардов долларов нашим инвесторам. And we have our approach to land asset management starts with identifying the right parcels of land for acquisition, which lend themselves to cost-effective and large-scale development. И одним из направлений нашей деятельности является деятельность, связанная с работой с нашими клиентами, ориентированной на выгодные вложения в земли под строительство. We then syndicate the land with an exit focus to our investors around the globe and look to then divest the land with a projected cash flow to our builder partners. Мы приглашаем своих инвесторов со всего мира диверсифицировать их инвестиционные портфели, инвестируя деньги в земельные участки под строительство. And through doing all of this, we provide the ability for developers to finance their land acquisitions through our products. И в то же время, с другой стороны, мы даем возможность нашим партнерам, застройщикам финансировать приобретение земель под строительство. As an asset management company, as I'm sure you would expect, we have a very strong team. We have a team of 10 asset managers on the ground who each have in excess of 20 years in real estate asset management, for a combined total of around 245 years of experience across our markets within the United States. Говоря как компания, которая занимается управлением активами, у нас очень серьезная команда, в высший менеджмент команды входит более 10 человек с общим опытом работы более 245 лет в сфере недвижимости, в сфере управления недвижимости и в сферах управления земельными активами. So I'm now going to talk about land development in the United States and look at the real estate life cycle. И сейчас давайте поговорим по поводу земельных активов в Соединенных Штатах и поговорим о самом процессе управления этими земельными участками. The one common factor with all real estate is, of course, that everything begins with land. Одним общим фактором, который объединяет всех застройщиков и вообще бизнес в сфере недвижимости, является то, что любое строительство, любая недвижимость начинается с приобретения земли.
There are 4 key stages to the real estate life cycle. The first is the research and acquisition of path of growth or pre-development land assets prior to any development taking place. Любое приобретение земли включает 4 основных шага, из которых первым шагом является приобретение земли под будущее строительство каких-либо объектов недвижимости. And once all the development approvals are in place, you can move to stage 2, which is where you bring infrastructure, water, sewer, utilities onto and through the land and create the fully serviced development lots on which homes can be built. Как только первый шаг был произведен, то есть была приобретена земля, следующим шагом является освоение этой земли, установка различной инфраструктуры, электричества, водоснабжения, логистика, которая в будущем будет необходима для строительных работ. And stage 3 is when the home building activity takes place. And really what we're looking for here is the major public home builders who are building in excess of 50, 60, 70,000 homes a year across the United States and selling homes, of course, to the home buying public. На третьем этапе начинается непосредственно уже сам процесс строительства. И наша компания сфокусирована на работе с премиальными застройщиками, то есть самыми крупными застройщиками в Соединенных Штатах, которые ежегодно осваивают и строят порядка 50-60 тысяч домов и квартир на территории США. And of course, then what you're left with is the fully developed out community, which is close typically to places of employment, amenities and infrastructure. Ну и, конечно, уже четвертым таким заключительным шагом является построение, по сути, таких небольших комьюнити, которые включают в себя уже целый комплекс строений с развитой инфраструктурой, школами, ритейлом и всем остальным. And just to be clear, Walton's focus is on stage 1 of the real estate life cycle, where we look to research and acquire path of growth and pre-development land assets for future development. Непосредственно фокус компании Walton сосредоточен на первом шаге, это поиск и приобретение участков земли под будущую застройку. So to understand the US real estate market, we need to understand some of the fundamentals of growth that we need to focus on. And first and foremost, what we're looking at is a continued and sustained population growth in the United States, which is currently 320 million people, expected to reach around 400 million people by around 2050. Sorry, Tim, can you repeat again about the population? Yeah, sorry. The first thing we need to understand is the fundamentals of growth in the United States. Yep. So, таким основным, говоря об этой теме, первым шагом нужно понимать некоторые фундаментальные параметры, которые связаны со строительством, вообще с этой сферой строительства. И одним из таких критериев является постоянно растущее население Соединенных Штатов, которое вот на сегодняшний день составляет уже порядка 340 миллионов человек. Sorry, Dennis, and did you talk about the numbers there? Yes. Okay, great, thank you. And what you can also see is the home building activity throughout this period of time going back to 1959, which generally speaking requires about 1.3 million new homes a year to be constructed to keep up with demand. И если вы посмотрите на график, который начинается с 1959 года, вы поймете, что в целом рынок недвижимости в Соединенных Штатах требует ежегодно
строительство порядка 1 миллиона 300 тысяч домов. Well, what we saw in 2007, 2008, of course, with the subprime crisis, was home building activity literally just disintegrated within a couple of years. And it took 12 years to recover, which meant there was a structural undersupply of new home construction in the United States for that period of time. И если мы посмотрим на графики с 2007 года, то есть вот начиная с 2007 года, темпы строительства в Соединенных Штатах существенно снизились. И по истечению 12-летнего уже почти периода, только сейчас рынок, по сути, вернул те позиции, то есть вернулся на те позиции, которые были до 2007 года. And as that crisis played out, what that meant for US home builders is that they moved their strategy from a pure land banking model where they held long-term land on their balance sheets to more of a just-in-time inventory model running what we call a land-light strategy today. И одним из таких очень интересных факторов, с которыми, скажем, реалий, с которыми пришлось столкнуться застройщикам в Соединенных Штатах с момента кризиса, это то, что застройщики стали использовать новую финансовую модель. Если раньше это была модель построена на том, что застройщик прежде всего приобретает землю в длительное пользование, то сейчас застройщики предпочитают, то есть они используют землю без предварительного приобретения в собственность и направляют свои активы непосредственно на сам процесс строительства и возведения недвижимости. And this has allowed Walton to evolve our business model to provide the products which I'm going to be talking to you about tonight. И именно вот эта структура работы, финансирования позволяет компании Walton предлагать и строить бизнес, о котором я сегодня поговорю на этом вебинаре. Now, to understand the opportunity for housing within the United States population, we need to understand the demographic breakdown of that population. И чтобы понять сферу строительства, сферу недвижимости в Соединенных Штатах, очень важно понимать и знать демографические данные в США. And what we can see here is that the millennial generation of age group 21 to 38 represents over 80 million people today, and they are now coming of home buying age. И вот на данном графике, что для нас особенно важно, это население в возрасте от 20 до 38 лет, которое на сегодняшний день составляет порядка 82,2 миллионов человек, которые подходят к тому возрасту, когда они обычно приобретают жилье в собственность. And the millennial generation are set to be the largest cohort of home buyers, certainly for the next 10 years or so. И вот это поколение, то есть поколение с 21 до 38 лет, становится одним из основных приобретателей, покупателей недвижимости в Соединенных Штатах на ближайшие 10 лет. And what you can see in terms of the type of home that's being purchased, 83% of the homes are single family homes or detached homes, with 72% of those being located in suburban areas within the United States. И что интересно, говоря о типе жилья, которое в основном приобретается в собственность, здесь на графике видно, что порядка 83% населения
приобретает дома в собственность, то есть это семейные дома, из которых 72% населения в основном живут в таких малых городах и поселениях в США. And so the US single-family housing sector is the largest and most important sector within the US real estate market today. И сектор в сфере недвижимости Соединенных Штатов, как раз вот эта жилая недвижимость, именно частное строительство домов, не многоквартирных домов, а именно частных домов, является одним из крупнейших, то есть они представляют собой крупнейшую часть вообще общего рынка недвижимости в США. And the sector is underpinned by strong demographic trends such as jobs, people, and the issuance of single-family building permits, and also the structural undersupply of the previous 12 or so years, which I mentioned earlier. Sorry, can you repeat again, please? Yes, sorry. So the single-family sector is underpinned by strong demographic trends, which includes population growth, job growth, and the issuance of single-family building permits. И в данном случае сфера строительства таких частных домов привязана прежде всего к таким основным показателям, как рабочие места. So say it again, please, because so it's jobs, people, permits. Да, то есть непосредственно рост населения, рост рабочих мест и возможность рост непосредственно самих объектов недвижимости. Я здесь немножко хочу, just a moment, Tim, я немного хотел бы отвлечься, вы меня простите, я не являюсь профессиональным переводчиком, поэтому, но так как я работаю именно инвестиционным советником, поэтому некоторые моменты в плане инвестиций мне будет намного легче объяснять вам, чем, скажем, это будет делать какой-то профессиональный переводчик, который не работает в сфере инвестиций. Мы имеем не очень хороший опыт в прошлом, поэтому мы решили, что сегодня мы воспользуемся только моей помощью. Sorry, I just explained that I'm not a professional translator, but I'm an investment advisor, and in terms of talking about the investment opportunities, it's much better to use me and my knowledge instead of using the translator. Absolutely, you're doing a great job, Dennis. Thank you. What you also see is favorable economic conditions, and of course we're in a historically low interest rate environment in terms of mortgages in the United States, which at the moment are sub 3% on a 30-year mortgage. И, конечно, одним из там различные есть критерии роста экономики, различные модели, которые используют строительные компании, и в том числе, например, одним из двигателей роста экономики являются условия кредитования, ипотечного кредитования, которые получают семьи. На сегодняшний день ставка по ипотечному кредитованию в США составляет порядка 3%. And because of all of these factors, it's considered very much as a defensive asset class, focused on income production and, of course, value preservation. Естественно, что так как основным клиентом является средний класс, то такими экономическими показателями является наличие каких-то защищенных моментов в плане экономическая защищенность, доход и производительность самого населения. And so to understand where the opportunities are located within the United States, we need to look at the where the building permits are actually being issued over the past 20 years.
Чтобы понять в целом рынок, строительный рынок Соединенных Штатов, нужно понимать, где рассмотреть 25 основных локаций, то есть географических мест, где является наиболее интенсивная, проводится наиболее интенсивная застройка вот этих частных домов. And so looking at the top 25 metropolitan statistical areas across the United States, you can see that the majority of those are located in the Sun Belt states of the United States. Если мы посмотрим на 25 основных таких регионов по строительству, частному строительству в Соединенных Штатах, то мы видим, что все они сосредоточены on Sun Belt, you said? Yeah, Sun Belt, yeah. В этой части Соединенных Штатов. And this, of course, is where Walton's focus is in terms of land acquisition. И, соответственно, основная сфера деятельности компании Walton также сосредоточена в этих географических областях. And so to give you an understanding of where the market is today, or as of the end of last year, you can see here there's been both an upward trend in terms of home sales activity, in terms of new homes, but also more importantly, on the right-hand side, a considerable jump in terms of new home sales activity across those southern regions of the US. Ну и говоря о сфере, о рынке недвижимости, продаж недвижимости, конечно, было бы очень актуально, вот посмотрите на эти графики. Во-первых, здесь очень хорошо на левом графике продемонстрирован график роста активности продаж частных домов в Соединенных Штатах, а на правом рисунке очень хорошо показано в цифрах, в процентах рост продаж в Соединенных Штатах согласно штатам, то есть по географическим локациям. And so despite COVID, what we have actually seen in the US is a significant increase in new home sales activity across the southern states of the US. И несмотря даже на ковид, мы видим, что приобретение новых домов, новых построенных домов, то есть недвижимости, новой недвижимости, очень существенный рост наблюдается в Соединенных Штатах даже вот в 2020 году в период пандемии. And the COVID effect has actually accelerated home building and home buying activity because of such things as low interest rate environment, work from home policy, and ultimately people looking for more affordable, larger homes where they can work from home maybe 2 or 3 times a week now. И, конечно, ковид наложил также, то есть ковид в некотором смысле способствовал скорости и росту продаж недвижимости, новой недвижимости в США именно в сфере частных домов. Прежде всего потому, что, во-первых, во-первых, есть очень низкие ставки по кредитованию, во-вторых, именно ввиду того, что очень большое количество людей уходит на удаленную работу, люди ищут и приобретают удобные дома и жилье для проведения, то есть для своей собственной работы, где они могут осуществлять работу там 3-4 дня в неделю. So the question may be, why do home builders need to work with Walton? Один из вопросов, который может возникнуть у вас, почему застройщикам нужна компания Walton, почему они заинтересованы в сотрудничестве с компанией Walton? And as I discussed earlier, a large part of the reason for this is because home builders are now looking to operate on a land light or just-in-time inventory strategy. И ответом на этот вопрос будет то, что я уже говорил, вскользь упоминал выше,
это то, что строительные компании заинтересованы в большей степени непосредственно в работе по самому процессу строительства, чем заниматься приобретением земель, выделением под это каких-то крупных фондов. And a big part of the reason for this is because it allows them to limit their balance sheet exposure to holding long-term land on their books. И, конечно же, это позволяет крупным строительным компаниям максимально увеличивать финансирование непосредственно своих проектов по строительству, сфокусироваться именно на самом строительном процессе, чем аккумулировать какие-то большие средства на приобретение земель в долгосрочное использование, которое, по сути, то есть уменьшает тем самым бюджет на само строительство. And just this evening, I've found this article, which was just published online, saying builders go land light in an effort to improve returns. И вот буквально одна из статей, которая сегодня была опубликована, о том, что строители предпочитают такую структуру, которая называется land light, с целью увеличения доходности и прибыли самих компаний. And so what they're looking to do is move to securing land and lots through the signing of option agreements, which allows for the phase-by-phase takedown of the assets as they need them. И эта структура работ позволяет строительным компаниям в Соединенных Штатах приобретать землю в собственность под строительные работы поэтапно. То есть каждый этап, то есть весь процесс разбивается на некие фазы, и, соответственно, приобретение, выкуп этих земель идет поэтапно. And the evidence of this can be seen here with D.R. Horton and Lennar, the two largest publicly traded home builders in the United States, who have significantly increased their optioned land and lots over the past 5 years. И как раз свидетельством того, что данная структура финансирования земель является очень выгодной для строительных компаний, можно видеть на вот этом слайде, где представлены два крупнейших застройщика Соединенных Штатов, компания D.R. Horton и компания Lennar. И вот на графике очень хорошо видно, отражено как раз вот рост, во-первых, прибыли этих компаний, во-вторых, соответственно, увеличение объемов строительства. So I'm now going to talk about our investment products. We have our land acquisition and development financing product, as well as our exit-focused pre-development land investment opportunity. И сейчас мы переходим к части, в которой мы поговорим непосредственно о двух инвестиционных возможностях, которые представляет компания Walton. Это инвестиционная возможность LID и возможность EFPDLI, когда, ну, да. So to give you an overview of the products and where they sit within the overall, if you like, investment spectrum, I think this slide paints a very clear picture. И говоря как раз о сравнительном анализе различных инвестиционных возможностей, вот на этом слайде очень хорошо показано, чем отличаются данные возможности от других инвестиционных схем и чем отличается, в частности, возможность LID от возможности EFPDLI. And so on the left-hand side, you can see the corporate bond rating, where groups like D.R. Horton go out to the market and raise capital through the issuance of corporate bonds. And last year, they raised $500 million on 5-year paper at 2.6% per annum interest. С левой стороны представлена инвестиционная возможность, которая называется корпоративные бонды.
Они, конечно, используются прежде всего крупными компаниями, такими как D.R. Horton. И в частности, вот данная инвестиционная стратегия позволила крупным компаниям, таким как D.R. Horton, получать порядка 1–2% ежегодно в период инвестирования от 5 до 7 лет. The LAD products, working with D.R. Horton allows us to raise capital for them. But of course, what that means is that they will pay a premium for that financing arrangement because it is more flexible than going out to the corporate bond market. And of course, it stays off their balance sheet. И вот структура финансирования по программе LAD позволяет получить, во-первых, большую экономическую выгоду как самим компаниям строительным, так и инвесторам. В частности, вот вы на графике видите на слайде те самые моменты, которыми LAD может быть интересен потенциальным инвесторам. And if we move up the spectrum, then of course the EFPDLI product sits in at a higher projected rate of return because there is slightly more risk associated with the opportunity due to the planning and entitlement risk, which we still have to work through with the home builder. Если мы говорили о проектах LAD, в которых риски сведены, по сути, можно сказать, к минимуму, то есть их почти нет никаких, то в возможности EFPDLA есть небольшая доля риска, над которой работает компания Walton, и вместе с компаниями-застройщиками стараюсь свести также эти риски к минимуму, но при этом сам срок инвестирования несколько больше, и, конечно, такая структура инвестирования позволяет получать и большую прибыль. And so both products are attractive in terms of rates of return. They have no debt or no leverage on them, and of course they provide regular distributions in the form of fixed interest payments on the LAD side and projected regular distributions on the EFPDLI side. Ну и если рассматривать две вот этих инвестиционные возможности и сравнивать их друг с другом, то мы видим, что инвестиция проектов LAD дает фиксированную ежегодную прибыль в 7%. Нет никаких займов или обременений по самой инвестиции, то есть по земле. И в данном случае дивиденды выплачиваются на регулярной основе. Тим чуть позже об этом скажет. Если говорить о проекте EFPDL, то здесь процентная ставка почти в 2 раза выше, то есть прибыльность по этим инвестициям выше. Также же здесь сам период инвестирования почти в 2 раза больше. Также нет никаких обременений, и в отличие от проектов LAD, прибыль здесь прогнозируемая, а не фиксированная. And so we'll take a look at the land acquisition and development finance opportunity, where we're working in partnership with D.R. Horton, who are the largest publicly traded volume home builder in the United States. И говоря о инвестиционной возможности LAD, далее мы поговорим об инвестиционной возможности LAD, которая возможна вот от компании Walton в партнерстве с крупнейшей строительной компанией в США D.R. Horton. So the structure of the LAD deals are again working in collaboration and partnership with D.R. Horton. The properties are acquired on an all-cash basis, and we are just making semi-annual payments to the lenders. Ну и опять в сотрудничестве, говоря уже непосредственно о проекте LAD, в партнерстве
с компанией D.R. Horton. Значит, мы видим, что данная инвестиционная возможность связана с наличными деньгами, то есть это наличные деньги и стабильные, регулярные выплаты каждые 6 месяцев. We're offering a 7% per annum fixed interest rate over a 3-year open loan term, and the asset has a 100% equity pledge with no additional debt on the books. Соответственно, данная инвестиционная возможность не связана с какими-либо обременениями, 100% привязана непосредственно к земле, то есть земля является 100% активом, и данная инвестиционная возможность дает получать фиксированный доход в размере 7% годовых в течение 3 лет. The structure of the LAD financing is lenders, of course, pledge the money, and we have a loan agreement between Walton and the lender, which confirms the 7% per annum rate of return over a 3-year term with 2 optional 1-year extensions, which will, if they are utilized, attract an additional 0.25% interest rate for each extension. Но на данной схеме мы видим сейчас структуру, как все это работает, чтобы у вас было четкое понимание. Соответственно, лендер, то есть инвестор, предоставляет взайм согласно соглашению о займе, который подписывается с компанией Walton на условиях 7% выплаты ежегодно, фиксированной выплаты с возможностью продления этого контракта на 1 год, в случае, если вообще в этом будет необходимость, и в случае продления, соответственно, доходность на дополнительный 1 год увеличивается на 0,25%. То есть, если продление будет, я уже от себя поясню, инвестор получит 4-й год 7,25% годовых. And Walton then takes the loan proceeds and acquires the land asset on behalf of D.R. Horton. Следующим этапом, после того, как компания Walton получила деньги от своих инвесторов, компания Walton приобретает землю в собственность от имени своего застройщика D.R. Horton. And at the same time, or slightly after the land acquisition, D.R. Horton exercise an option agreement to then acquire the land from us and commence development. И сразу после приобретения земли компания D.R. Horton подписывает также с компанией Walton так называемое опциональное соглашение, в соответствии с которым она выкупает эту землю в период инвестиционного срока, то есть период инвестиций. And with the purchase and sale agreement in place between Walton and D.R. Horton, then the interest payments are made based on the home sales activity by the home builder. Согласно и конечный этап, согласно соглашению между компанией D.R. Horton и Walton, это договор о купле-продаже земли между D.R. Horton и Walton, осуществляются, согласно этому договору, осуществляются уже все выплаты, то есть поэтапные выплаты за саму землю и, соответственно, выплаты по доходам. So, just a high-level overview and the highlights of the loan structure. The objective, of course, is to deliver semi-annual interest payments and payment upon maturity to investors, and that's generated from the phased sales activity by D.R. Horton. Ну и, соответственно, здесь вот слайд посвящен как раз описанию самого вот этого процесса. То есть основная цель этого соглашения
предоставлять инвесторам ежегодные, то есть каждые полугода, полугодовые выплаты инвестору. The security of the lender is that we have a signed purchase and sale agreement in place between Walton and D.R. Horton, and that there is a pledge of equity for the lenders against that signed sales and purchase agreement. Одним из, то есть, стратегий, соответственно, фактором, который, по сути, убирает все риски с данной инвестиционной возможности, это наличие договора купли-продажи между заемщиком, то есть в данном случае, которым выступает компания Walton, и компанией D.R. Horton, где D.R. Horton имеет обязательства по обязательному выкупу этой земли в период инвестирования, где земля находится в собственности у компании Волтона до момента, пока компания Horton полностью не выплатит все свои обязательства по договору. And the minimum loan amount is $65,000, and of course we are talking about a 3-year term with potentially 2 one-year extensions for an additional 0.5% interest rate per year. Минимальная сумма инвестиций составляет, то есть сумма займа составляет $65 тысяч, то есть максимальный порог в принципе не ограничен, минимально это $65 тысяч с фиксированной 7% годовых, с возможностью увеличения на 0,5% при условии, если договор займа будет продлен еще на 1 год. So the relationship with D.R. Horton is very, very strong. We are not just dealing with them on these LAD deals. We are actually dealing with them on a multiple, or across the board, rather, I should say, on multiple deals across our asset base. Ну и данный слайд посвящен отношению, то есть сотрудничеству компании Walton и компании D.R. Horton. Нужно понимать, что текущий проект – это не единственный проект. Здесь очень четко и ясно показано, что компания D.R. Horton и Walton работают вместе довольно долго над разными проектами, которые уже были и которые уже успешно осуществлены. We have a very strong pipeline of assets which we're going to be able to deliver to investors over the next number of years, and these are assets which have been identified by D.R. Horton for their future development pipeline. И на данном слайде показано, это слайд пример того, насколько компании D.R. Horton и Walton уже тесно работают. То есть здесь вы видите штаты, перечень штатов, в которых уже компания Walton и D.R. Horton работает. И, соответственно, видно по цифрам объем недвижимости, который на данный момент и в будущем будет предоставляться инвесторам. То есть это объем вот тех сделок, которые сейчас проходят между компанией D.R. Horton, Walton и другими и частными инвесторами по всему миру, которые активно вкладываются в проекты LAD. And D.R. Horton themselves are investment grade rated. They're rated Baa2 by Moody's, which stands them in good credit, and as you can see on the right-hand side of your screen, at investment grade level. И данный слайд наглядно демонстрирует, что компания D.R. Horton входит, во-первых, согласно рейтингу Moody, входит в топ-5 крупнейших строительных компаний с рейтингом BW2 с хорошим кредитным рейтингом. And they're also rated by S&P Global Ratings as BBB rated. И помимо Moody's, компания D.R. Horton имеет рейтинг BBB, рейтинг S&P Global. So the security of LAD is from a number of sources. Firstly, Walton conducts due diligence on every single asset which is presented to us by D.R. Horton. Ну, здесь слайд посвящен надежности проектов LAD.
То есть вот в левом верхнем углу вы видите, что прежде всего компания Walton осуществляет очень серьезную проверку тех предложений и тех земель, которые предлагаются для приобретения компании D.R. Horton. And as lenders, you have 100% equity pledge with a Walton subsidiary, which purchases the property and then enters into the sales and purchase agreement with D.R. Horton. Также вы как лендер, то есть человек, который дает займ, то есть инвестор, являетесь совладельцем, стопроцентным совладельцем земель, то есть тех активов, которые выкупает компания D.R. Horton на период инвестирования. То есть в ваших руках вы получаете полный пакет собственности на данную землю, являясь как соинвестором, совладельцем с компанией Walton. On the land side, we're able to register a lien or a legal claim on the property if D.R. Horton should fall below investment grade credit rating. What does it mean, lien? Lien, it's a legal claim. So it means? So it means that we can register a legal claim on the property itself if D.R. Horton fall below investment grade rating. Gotcha. So, что касается земли, очень интересный момент. Соответственно, компания Walton регистрирует так называемое право на отзыв собственности у компании D.R. Horton, то есть отзыв той недвижимости, которая будет построена компанией D.R. Horton, если инвестиционный рейтинг компании D.R. Horton будет понижен. And on D.R. Horton's side, prior to the acquisition of the asset, they have already incurred significant expense on the property, including non-refundable deposits, due diligence, as well as engineering studies. Что касается участия компании D.R. Horton в этом проекте, то прежде чем компания D.R. Horton приобретает, до приобретения земли у компании Walton, соответственно, компания D.R. Horton, во-первых, ставит гарантийные платежи, гарантийные депозиты, проводит полностью, вкладывает деньги в полностью налаживание всей инфраструктуры в эти земли и в эти земли, включая проведение всех инженерных исследований и работ. And as an additional level of security for lenders is an outside date has been negotiated for every single project, which means that all land exercised in the sales and purchase agreement must be purchased and closed by D.R. Horton if they have not sold the homes within that period of time. И дополнительным инструментом, который позволяет обезопасить данную инвестиционную возможность, является то, что помимо основного соглашения компания D.R. Horton подписывает стороннее соглашение, где она берет на себя обязательство провести все работы по can you repeat just the last to be very clear? Yeah, so the outside date is negotiated on every project so that D.R. Horton must purchase and close the land if they fail to sell the homes or build the homes. И дополнительным инструментом защиты инвестора является то, что компания D.R. Horton берет на себя обязательства по обязательному выкупу земли, независимо от того, будут ли эти дома проданы в дальнейшем.
Okay. So to give you an example and a case study of what Just a second, Tim. I see that some people are a bit angry with the translation, so I would like to answer the question. Okay. So, for example, извините, я еще раз прошу прощения за перевод. Я, безусловно, во-первых, отдельно потом поясню, но вот здесь, в частности, Александр спрашивает весь пакет собственности. То есть, если мы говорим о собственности, то, говоря о пакете, эти документы включают, во-первых, договор займа, согласно, то есть инвестор и компания Walton заключают договор займа на период инвестирования. Также на период инвестирования инвестор получает право собственности, документ, который устанавливает право собственности на определенную землю, то есть на данный проект, в размере суммы, то есть он имеет общую оценочную стоимость, и у инвестора есть право собственности на ту сумму, которую он инвестировал. Соответственно, если проект имеет стоимость $4 миллиона, общая стоимость земли, соответственно, инвестор вложил $100 тысяч, соответственно, ему передается право собственности на участок земли в размере $100 тысяч. Okay. Yep. All right. So this is a case study of a LAD deal. And the reason I'm showing you this is to give you an understanding of the level of commitment already made by D.R. Horton prior to Walton closing the deal and acquiring the asset. На данном слайде видно объем тех обязательств, которые взял на себя компания D.R. Horton. And so you can see that prior to the acquisition of the asset by Walton on D.R. Horton's part. Just additional question. So it was you told that the lender will get a document that secures the land for the period of investment, right? They will have a pledge of equity. Yes. Against the entity which is set up to hold the land, and once the land title transfers to D.R. Horton, then the company will hold the sales and purchase agreement between Walton and D.R. Horton. Да, соответственно, право собственности распространяется не на землю, а на долю. Okay. No, we have another question. Александр, сам договор заключается непосредственно с компанией Walton. Никакие посредники ни в России, ни где-либо в другом месте в этой сделке не участвуют. То есть вы заключаете договор непосредственно с компанией Walton. Yeah, there was a question with whom they have to sign the agreement, with someone in Russia or directly with the Walton Group. So I explained that it should be signed directly with Walton. Correct. Okay. So what this demonstrates is that prior to Walton closing on the asset on behalf of D.R. Horton have already committed substantial capital to the project in terms of the planning, the approvals, and the engineering and legal work that needs to be done before we close the deal. На данном слайде видно, что прежде чем компания D.R. Horton и компания Walton заключают соглашение, компания D.R. Horton уже инвестирует достаточно большой объем средств, который покрывает некоторые инженерные и другие расходы, связанные с самим земельным участком. And this provides security to lenders because, of course, it means that D.R. Horton are very, very, very unlikely to walk away. И в данном случае этот шаг дает инвесторам дополнительную уверенность в том, что D.R. Horton уже инвестируя туда большую часть денег,
ни в коем случае не отступится, не передумает и не выйдет из соглашения. And as Walton then closed the deal, D.R. Horton in this case spent about another $700,000 on the final engineering work to be done before they could commence development. И после того, как соглашение уже заключено, компания D.R. Horton потратит еще порядка $700 тысяч на работы, связанные с финальными инженерными работами на земле, на участке. And that then leads them to the exercising the option agreement, upon which they pay roughly, in this case, about an 8% deposit, which allows us to make the first interest payment to investors. Следующим этапом между компанией D.R. Horton и компанией Walton заключается опциональное соглашение, в соответствии с которым производятся первые выплаты по доходности своим инвесторам. And then they continue to sink significant capital into the development itself, in this case, over $18 million, and of course then start the home construction, and the home sales period commenced in January 2022, next year, through to January 2025. Ну и следующим этапом это компания D.R. Horton вкладывает уже непосредственно основную часть капитала уже в само строительство домов, производится, то есть начинается процесс строительства, и в период с 22 до 25 года уже идут активные продажи готовой недвижимости. And just to let you know, we've now done 6 of these LAD deals with D.R. Horton, and they have exercised the option on every single one of them, so we are 6 from 6. И на сегодняшний день, чтобы вы понимали, компания Walton и компания D.R. Horton уже осуществила 6 подобных проектов по структуре LAD, из которых все 6 успешно закрыты. And that has also included 2 institutional deals where the institution has come in and bought the entire project themselves. И из этих 6 сделок 2 сделки являются сделки с институциональными покупателями. So our current LAD opportunity is called Doral Pooley, and I'm going to give you an overview of it now. Текущий проект инвестиционный LAD это проект, так называемая местность, проект Doral Pooley. I didn't think that would translate into Russian there. Well, we have to translate the name like it's Very good. So Doral Pooley is located to the northwest of Las Vegas, about 20 minutes drive out of Vegas. Вот на карте вы видите место расположения Доры Пули. Это находится, сама территория находится в 20 минутах от Лас-Вегаса. And to give you an understanding of the Vegas market, this is a recent article which talks about the demand for homes in Nevada is dwarfing the current inventory, and a shrinking supply of homes for sale is not coming anywhere close to meeting the demand in the market. Tim? Yes. I'm really sorry, you have to repeat again, because during the webinar, I see a lot of questions from people, and one of them is asking, how do the investor has to pay the money if he made a decision to invest? Very good question, and the money is paid directly to Walton's account in Hong Kong, HSBC Hong Kong, so it's just an online transfer. So do the investors have to pay to Hong Kong only, or they can wire the money to your United States head office as well? They could wire to the US, I believe. Yes, no problem. Отвечая, вот я вижу вопрос от одного из наших слушателей. Если инвестор решился, то заключается инвестиционное соглашение. В соответствии с этим соглашением инвестор со своего банковского счета переводит деньги напрямую на счет компании Walton в
в Гонконге, либо в головной офис в Соединенных Штатах. Okay, so please, I answered the question. Now let's return to the previous slide, and you have to repeat again. What did you say? Okay, no problem. So just to give you an overview of the Vegas market, what you can see here is from a recent article from the president of the Greater Las Vegas Association of Realtors. Is what he's saying is demand for homes in Nevada is dwarfing the current inventory available, and the shrinking supply of homes for sale isn't coming anywhere close to meeting the demand by the home buyers. И если говорить непосредственно о рынке недвижимости вот в районе Лас-Вегаса, то здесь на слайде представлен Томас Бланчард, который является президентом Ассоциации риэлторов Лас-Вегаса. И вот одно из недавних интервью он сказал, что объемы строительства недвижимости домов в Лас-Вегасе даже близко не подходят к тому уровню спроса, который сейчас есть на рынке Лас-Вегаса. And what you can see is that the driving forces behind this are the low to non-existent tax rates, the sales price in Nevada being considerably lower than the surrounding states in the East Coast. And overall, this is meaning that home builders cannot build homes fast enough to keep up with supply. Ну и, соответственно, те условия, которые есть в Лас-Вегасе в этой сфере, включая очень привлекательные налоговые ставки, привлекают очень большое количество людей, соответственно, они создают спрос, и те застройщики, которые работают, то есть скорость возведения строительства, она далеко не, то есть они не успевают строить так же быстро, насколько есть спрос на рынке. Okay, Dennis, so I'm going to skip through these fairly quickly now because I'm conscious of everybody's time. Да, я хотел бы очень быстро пройти по данному слайду, чтобы не занимать много времени. Okay, so the Doral Pulley project is an $8.2 million project, broken into 206 residential lots, and the first takedown is scheduled, in fact, it's a single takedown, is scheduled to be in July 2021. So really very close. And the projected home sales are from June 22 through to March 24 for a 2.8-year duration. Соответственно, говоря о текущем проекте, общая его стоимость $8 214 000. Он будет включать 206 домов, которые будут построены на этом участке. Соответственно, строительство начнется в июле 2021 года. Прогнозируемый старт продаж домов начнется уже в июне 2022 года и будет продолжаться до 2024 года, то есть период инвестирования, период возведения этого проекта будет составлять 2,8 лет. And so you can see here again just some of the high-level points about the project in terms of accessibility, close to places of employment, downtown Las Vegas, and again, the market itself is running very, very low on undeveloped land. Okay. На этом слайде показано, что из себя представляет проект, какие основные его показатели, количество домов, соответственно, их квадратуру, место расположения, удобство, отношение к уже имеющейся какая-то другая инфраструктура, расположение по отношению к каких-то крупных центров и инфраструктур. And so now I'm going to look at our exit-focused pre-development land structure, our EFPDI model. And before I do so, what I'm going to show you is an example of a project which we syndicated in 2019, which we have just, I'm very pleased to say, received the formal exit offer on from D.R. Horton.
И сейчас мы переходим к проекту, к инвестиционной возможности EFPDLA. Как пример, я показываю вам слайд с примером одного из таких проектов, который был уже запущен нами в 2019 году, который показывает... Okay, yeah, go ahead. Okay, so when we launched the project to investors in 2019, the original projected IRRs were around 15.9% per annum for around 800 single-family homes, which would generate an ROI for investors of 2 times. На момент, когда мы начинали привлекать инвесторов в 2019 году, прогнозируемая прибыль по данной инвестиции составляла порядка 15,9% годовых. На ней планировалось построить 800 домов. То есть в период инвестирования инвестор должен был увеличить сумму инвестируемого капитала в 2 раза. The home builder, again, was D.R. Horton in this case, and over the course of the next few months, we worked with them and the local authorities, and we were able to increase the density approval on the project up to 1,031 homes, which would project out at an IRR of 17.7% for a 2.5 multiple or ROI. И работая над этим проектом, опять-таки, с компанией D.R. Horton, в сентябре 2020 года, извините, нам удалось договориться и увеличить количество домов на участке до 1031 дома, и прогнозируемая прибыль, доходность увеличилась до 17,7% годовых. And just earlier this month, we signed the option agreement with D.R. Horton, and that is going to deliver for our clients, our investors, a base case offer of 18.55% per annum for a 2.52 ROI. But we also have the potential for some upside if D.R. Horton are able to increase the density even further, and that could deliver just under 21% per annum to our investors for just over a 3 times ROI. И, как вы видите, вот буквально в этом месяце, в марте 2021 года, было подписано опциональное соглашение с компанией D.R. Horton, на основании которого наши инвесторы получают на выходе до 18,55 годовых. И сейчас ведется разговор о том, что есть возможность, если проект будет дальше развиваться и финансовые показатели будут меняться, то, возможно, доходность по данному проекту увеличится до 20 с небольшим процентов годовых. So with that, up in the same location in Colorado, I'm going to introduce you to the Solstice project, which is in the Colorado market also. И говоря о проекте EFPDL, я бы хотел представить вам проект Solstice, который находится в Колорадо. And so just to give you an overview of the market very quickly, what you can see here is that in 2020, despite COVID, there is an awful lot of corporate activity moving into the Denver market with household names such as Fidelity, Amazon, Southwest Airlines and the like. И как вы видите на этом слайде в период пандемии в 2020 году рынок Денвера и Колорадо претерпел очень серьезные изменения. Туда переехало очень много крупных инвестиционных таких компаний. Вот логотипы и названия этих компаний, они указаны на слайде. And the reason they are moving into this market is because of things such as business tax incentives, educated, skilled workforces, lower cost of living, and they're moving from the more traditional, more expensive locations on the east and west coast. Ну и основная причина того, что многие из этих компаний переехали в Денвер, во-первых, это очень, в сравнении с другими регионами США, это дешевизна проживания, наличие профессиональных работников
и очень серьезные льготы в плане налогообложения. And the market itself in Colorado is doing very well from a housing perspective. And of particular note, Fort Collins, Larimer County among nation's leaders in job growth, and groups like Amazon looking to fill 1,900 new positions in the Colorado market. Ну и как вы видите, рынок Колорадо, он очень активно развивается. Очень крупные компании, серьезные компании, такие как Amazon, Colorado, создают очень много рабочих мест, что, соответственно, привлекает больше людей, и рынок развивается. And you can see here the top 4 of the top 5 best places to live in the United States in 2020 and 2021 are located in Colorado, including Colorado Springs and the Fort Collins market, as well as, of course, Boulder and Denver. И как вы видите, вот здесь указано на слайде одни из лучших мест для проживания в Соединенных Штатах в 2020-2021 году, где видно, что Колорадо Спрингс, Денвер находится в топ-листе, то есть наверху списка. And one of the drivers for growth into the northern markets, north of Denver, is all about affordability. And you can see here the square footage price in Denver downtown at around $465 a square foot, compared to around $254 a square foot up in the Larimer County market, where you can also see activity from people like Bill Gates, Warren Buffett, who are taking positions up in these markets with their home building divisions. Ну и, конечно, основным двигателем прогресса в данном случае является дешевизна земли, недвижимости, которая, естественно, в период вот сложных экономических каких-то условий, потрясений, привлекает очень большое количество людей. И вот на слайде вы видите, что даже серьезные инвесторы также активно вкладываются в эти территории. And so the project itself, Solstice, is a 206-acre parcel just outside the city of Evans in Weld County. And it's a total syndication of $23.5 million. And it's already zoned, or has some zoning on, for single-family, detached townhomes, apartments, and the like. And we have interest from 6 major home builders, in fact, 6 of the top 10 home builders right now who we are speaking to about this asset. И как вы видите, вот говоря непосредственно об этом проекте, об этой земле, это порядка 206 тысяч акров, общая стоимость которого составляет $23,5 миллиона. Там будут построены очень большое количество частных жилых домов, апартаментов. На сегодняшний день компания Walton ведет переговоры с крупнейшими строительными застройщиками по освоению данного проекта, среди которых тот же D.R. Horton и несколько других топовых строительных компаний Соединенных Штатов. And the projected lot takedown schedule on this project is from 2022 to 2027, and we're projecting an IRR of 13.2% per annum, or a 1.5 multiple or ROI. Соответственно, все, кто заинтересован в этом проекте, видят, ну, то есть, чтобы проект будет осуществлен в период с 2022 по 2027 год. Прибыльность по проекту предполагаемая будет составлять 13,2% годовых. Соответственно, всем, кому это интересно, сейчас есть возможность в этот проект войти. And just to give you an understanding of its location in terms of amenities, medical facilities, schools, as well, of course, as major big box retailers and other communities. Oops, sorry. You can see its location here.
Ну и говоря о месторасположении данного участка, вы видите на карте, что здесь находится очень развитая инфраструктура, очень много жилых домов, развитые сети больниц, клиник, крупные торговые центры. And the planning on the land, you can see, is broken down into 3 phases. Phase 1, which is expected to start the lot takedown in Q3 2022. Phase 2, Q3 2023, and Phase 3 in Q4 2023. Весь проект, реализация этого проекта поделена на 3 основных фазы. Первая фаза будет стартовать в 3-м квартале 2022 года, вторая фаза 3-й квартал 2023 года и 4-я фаза также в 3-м квартале 2023 года. And as I say, the interest we have at the moment is from 6 of the top 11 home builders in the United States. And we expect within the next few weeks, we'll be signing an exit-focused letter of intent with possibly 2 of these groups. Как вы видите, здесь на слайде указаны основные строительные компании, с которыми компания Walton ведет сейчас переговоры, и в ближайшие 2, где-то 3 недели будет подписано соглашение о намерениях, скорее всего, с 2 из вот этих представленных топовых строительных компаний. And the way that we're going to generate cash flow for investors is through the phased takedown of the asset by the home builder that we end up working with. И, соответственно, доходность по данному проекту, работая с нашими инвесторами, начинается с фазы, которая начнется в 2022 году. Это период, когда инвесторы начнут получать прибыль. And so you can see here in 2022, the first phase of lots being taken down, and the home builder will then pay a deposit for those lots, which will then be distributed to investors, as you can see here, as per their investment level. Как вы видите, в 2022 году будет начата работа по 240 объектам недвижимости, будет выплачен депозит в размере $2,5 миллионов строительной компании, и вот на графике видно по выплате доходности инвесторам с разными объемами инвестиций. And the balance payments will be made as and when, or as the home builder sells the homes, which you can see here in this balance payment column as well. Остаток выплат будет осуществлен после того, как застройщик начнет продажу, реализацию недвижимости. Ее видно вот в разделе Balance Payment. So on a $100,000 investment, you can see the cash flow coming back each year as the lots are taken down by the home builder and the homes are sold. Вот по этому графику, если смотреть на ту строчку, которая говорит, если вы инвестируете $100 000, то вот на этом графике будет видно, как будет получена и распределена прибыль по инвестиции в $100 000. And so on a simple economic example, you can see $100,000 invested for a gross proceeds of $149,483, which is net of fees before tax. And then after taxation, you can see that it's going to reduce that down by not too much, $145,124 for a net IRR of 11.2% per annum. На этом слайде видно, если вы инвестируете $100 000 в данный проект, то прибыль составит, общий приход составит 149, почти $100,500,
после вычета налогов у вас на руках будет $145 124. I'm just going to skip this one, Dennis, and move straight through to the ownership structure. What we're talking about here is a $50,000 minimum investment level, and you are then participating in an individual project in which you receive title ownership through the undivided interest title process. Данный слайд демонстрирует структуру самой инвестиции. Минимальный вход составляет $50,000, где инвестор получает title ownership document. What did you say? The undivided interest title ownership structure. Где инвестор получает документ о неразделенной прибыли, то есть прибыль. What do you mean undivided? So the undivided interest structure is a fractional ownership structure within the project, which means that everybody's entry price is the same per acre and everybody's exit price is the same per acre. There is no one particular plot or lot which is preferable to another. Say it again. Okay, so the UDI structure is a fractional ownership interest within the project. So if you imagine we take a project, we divide it into 100 units, and I buy 5 units within the project, my undivided ownership interest is reflected on title as a 5/100ths undivided interest in the project. Okay, so the investor will get the return despite the ownership. Yeah, there is no preferential lot. Everybody goes in, they pay the same per acre, they get the same exit price per acre. There's not one better than another. Gotcha. Соответственно, при договоре инвестирования инвестор получает. Just a second, I have a question. No problem. Да, я еще раз прошу прощения, потому что я опять-таки не являюсь профессиональным переводчиком. Мы обязательно всем после презентации все вот эти моменты, то есть здесь в данном случае мы говорим о юридических тонкостях. Я согласен, что есть некоторые моменты, которые я не совсем понимаю, я потом их отдельно переведу. Мы отправим вам отдельно документы и обязательно с каждым созвонимся. Здесь речь идет о том, что инвестор получает документ на право собственности на данную землю. Yeah, I'm just getting answers, questions from the potential people who asking detailed information of different types of documents that investor will get in this investment project, and what is the security, so how they secured from any risk and so on. So, and after you explain it during the webinar, unfortunately, sometimes it's quite difficult for me to explain exactly like it should be sound. So I apologize, and no problem. That after the webinar, I'm going to send the information and give the detailed reply. Я понимаю все ваши вопросы, поэтому мы обязательно после вебинара еще дополнительно отправим информацию на русском, пропишем точно, какие документы будет получать инвестор, как они будут выглядеть и каким образом инвестор будет защищен от возможных каких-то рисков или потерь. Yeah, so I think, Dennis, just to summarize in terms of the security, what clients will receive is
freehold title ownership in the project, and paired with that, they will receive title insurance, which confirms that the title is clean, it's unencumbered, there's no debt, no issues with the land, and that is the US government title system in the United States. Вот здесь указаны образцы тех документов, которые получит инвестор при входе в этот инвестиционный проект. Эти документы подтверждают, что данный проект не находится в обременении, на нем нет никаких долгов. Эти документы регистрируются также государственными органами Соединенных Штатов, и они выдаются каждому инвестору, то есть у него есть на руках документы о владении, о собственности на данный участок земли. And just to clarify, First American Title Insurance Company are one of the largest title groups out there, and they are completely independent of Walton. И компании, страховые компании, которые выдают все эти документы, в частности, если мы говорим о страховой компании, то она является одной из крупнейших страховых компаний в Соединенных Штатах. Она абсолютно независима и не имеет никакого отношения к компании Walton. So in summary, what we offer to investors is a great opportunity for portfolio diversification in a non-market correlated alternative real estate asset focused on US dollar income solutions. Sorry, say it again. So what we're offering is a great opportunity for portfolio diversification in a non-market correlated alternative real estate investment asset. Соответственно, мы предоставляем инвестиционную возможность для наших инвесторов, которые не коррелируются с текущей ситуацией на рынке и имеет очень высокую степень защиты. Investments into LAD are from $65,000 and upwards, and into EFPDLI $50,000, offering a 7% fixed interest rate in LAD and 12 to 15% per annum targeted returns in EFPDLI. Соответственно, еще раз повторюсь, что проект LAD предоставляет возможность получения дохода 7% фиксированного дохода. Проект EFPDLI дает возможность инвесторам получать в среднем от 12 до 15% годовых. We are, if it's relevant to anybody on the call, we are endorsed as Sharia compliant by Amini Advisors over here in Dubai on the EFPDLI product. That doesn't apply to the LAD product. Если говорить о проекте EFPDLI, мы прошли все проверки на соответствие и на риски в Дубае у соответствующих организаций. And of course, Walton have been in business for a very long time, but more importantly, we have relationships with the top 20 listed home builders in the US, and everything we do is backed up by a fully audited track record. И да, то есть компания Walton занимается этим бизнесом очень много лет, и помимо нашего опыта и репутации, мы также сотрудничаем с топ-20 компаниями, строительными компаниями в Соединенных Штатах, которые имеют безупречную репутацию и имеют свой рейтинг. And so with that, I apologize to everybody that we've taken longer than we planned to and anticipated, but thank you very much for your interest and for your time. And of course, I just wanted to add one thing, which is very important probably for the investors regarding the that LAD project is the investors don't have to pay taxes on it. Correct. There's no taxation on the LAD product. Да, я также хотел бы от себя еще добавить, вот Тим не сказал это во время презентации. Если мы говорим об инвестировании в проект LAD,
то проект LAD – это проект, в котором инвестору не нужно будет платить никаких налогов. То есть это безналоговый проект, соответственно, налоги по нему, налоги с дохода, которые приходят по проекту LAD, не платятся, не выплачиваются. Okay. So yeah, I was just going to say, Dennis, thank you obviously to everybody on the call for their patience. Really appreciate it. And of course, if anybody would like to set up individual follow-up meetings with yourself and myself over the coming days and week, then we are very happy to do so. So thank you very much to everybody. Да, большое спасибо всем за то, что вы нашли время, послушали этот вебинар. Я с удовольствием переговорю с любым, кому было интересно и кто хотел бы узнать больше об этом проекте. После вебинара мы, как я уже говорил, мы отправим всем обязательно все эти презентации, которые были, с удовольствием ответим на все вопросы уже детально, без вот этого плавания. Еще раз прошу прощения, некоторые моменты, конечно, в самый последний момент решались, и меня привлекали сегодня именно в качестве переводчика, поэтому некоторые детали мы обязательно проясним. Мы все вам направим по имейлу, свяжемся с вами и при необходимости будем рады также организовать непосредственно индивидуальные консультации с Тимом Хейвудом напрямую, то есть можно будет переговорить или там по телефону, Zoom или WhatsApp, как вам будет удобно. Большое спасибо. Fantastic. Thank you very much, Dennis. Really appreciate it. And of course, if anybody has any more questions, then we can deal with them now. Yeah, absolutely. Thank you. Спасибо большое. До свидания.